Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз. Что ждет? Что придет в вашу жизнь? Что вас удивит? А возможно будет и неожиданно. Старинный цыганский пасьянс. События ближайших дней. Давайте узнаем, что случится для вас или произойдет, чего ждать, ну или что вас ждет в ближайшие дни. И карты старинного цыганского пасьянса нам буквально демонстрируют, с чем могут быть связаны эти события или происходящее. Конечно, будем реалистами, хоть объединяет один знак зодиака, а все же судьбы у каждого какие-то свои нюансы, свои обстоятельства, верно? Поэтому будем реалистами, но, надеюсь, мы проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы получите. Вы добрые люди и, знаете, мудрые люди. Даже дети, рожденные под знаком зодиака Рыбы, очень мудрые. Поэтому, я думаю, и подсказок будет больше. Итак, ближайшие дни, февраль у нас. Что же тут для рыб, моих дорогих, любимых и рыбок? Правда, люблю вас. Ну, вот тут с кем-то не поссориться. Ну, конечно, предупрежден, вооружен, но нож — это, знаете, может быть и человек, с которым, ну, как мы говорим, в контрах, да, или, может быть, это не обязательно новая история, а, возможно, и новая для кого-то, да, придется держать марку, где-то быть дипломатом, и не для того, чтобы всем было, да, вот как-то хорошо, гармонично, а чтобы себе не осложнить жизнь. Хотя для кого-то, смотрите, тут прямо по судьбе. Я могу допустить, что у кого-то какая-то и затянувшаяся история спора или, история, когда нашла коса на камень. И тут наступает время в этом разобраться, может быть. Но вот тут, знаете, тут на смену каким-то разочарованиям приходит благополучие. Голубь — это именно благополучие. И даже если у нас не все складывается со знаком плюс, в целом период ближайших дней для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, благополучный. Тут ведь, когда крест выпадает, это нам как по судьбе, правда? Что-то вас будет радовать. А вы, кстати, вот я смотрю, тут череп еще сходится, но мы положим венок. Это радость сама по себе. Какие-то добрые либо вести, либо вы сумеете что-то осуществить точно. Благополучие, солнце, мои дорогие. Это вообще-то выбор правильного направления. И, может быть, этот выбор у кого-то будет с работой, или вы с чем-то тут определяетесь на более далекий срок. Я такое тоже не исключаю. Но, смотрите, у вас еще выпадает колокол. Колокол — это внезапное известие какое-то, то, что мы не ждем. По колоколу это может быть и буквально какая-то корреспонденция или средства массовой информации. Но пусть мы не это инициировали, да, но сталкиваясь с подобным, нам как будто с этим нужно правильно провзаимодействовать или что-то с этим нужно делать. Мы вынуждены это учитывать. Может быть, это какой-то, причем, скорее всего, эта ситуация либо уже была знакома, либо вами обдумана, может быть и так, потому как крест, да, как будто вы не случайно с этим столкнулись, вы где-то уже об этом думали или предполагали развитие событий таким образом. Тут неожиданность сама может быть. Но у вас, смотрите, еще что совпадает. Мы в нашем, напомню, пасьянсе можем складывать карты, которых по горизонтали, по вертикали, в крайних рядах. Вот часы, добрые перемены. Вот буквально это, с этого начинается. Добрые перемены по судьбе, благополучие, солнце, ясность. И вот то, с чем вы определяетесь буквально в ближние или ближайшие дни, для вас будет означать продолжение этой истории месяцев 6-8. Может быть, это такой своеобразный старт. Ну, вы есть сомнения, видимо, да? И вот тут вот колокол. Может быть, это уже какая-то у вас есть история, которая, так знаете, 50/50. Да, точно, вы как будто изначально уже знаете. Может быть, и предчувствуете что-то, я вот этого тоже не исключаю. Смотрите, какая-то дорога у вас как по судьбе. Может быть, это много каких-то мелких дорог, перемещений.
Для кого-то вопросы, связанные с переездом. Ну, тут самая разная конфигурация. Но, видимо, то, что происходит в ближайшие дни, к этому нужно подойти более вдумчиво, потому что это как по судьбе. Судьба– это когда все имеет причины и следствия. Поэтому либо какое-то событие будет иметь продолжение, либо, если это связано с историей, как я говорила, уже хорошо знакомой, или на уровне пусть ваших предположений. Тогда надо разобраться, откуда ноги растут, как будто, да. Ну, может быть, у этого известия или у вашего предположения. Вот, ну, тут все нужно в комплексе смотреть. Но все равно для вас доброе время, добрые перемены, солнце, благополучие и как будто по судьбе. И радость-то тоже есть. Может быть, я, кстати, такое допускаю, что для кого-то из вас вы получаете или услышите какую-то новость, и почему так много, да, вот череп совпал, месяц, да, вот именно сомнения. Не делитесь слишком тем, что происходит сейчас в вашей жизни. Тут ведь банально, могут столько советов надавать, что не унесем буквально, да. Или я к чему? Путаницу люди нашей жизни могут устроить, потому что говорят, сколько людей, столько мнений. А вам, скорее всего, тут свое какое-то важно принять решение. Пока я с вами говорила, все пересмотрела, не вижу больше совпадений. Вот давайте пойдем дальше, так и узнаем. Может быть, вот нам пусть прояснят, что это за колокол. И первый вопрос у нас будет: что же идет в вашу жизнь? Что будет дальше? Для рыб и рыбок. Что будет дальше? Что идет на ваш порог? Со дня на день. С чем? С кем это связано? Но это вы сами. У кого-то, правда, вопросы дома, жилья, вопросы пары или семьи. А тут как будто приятности какие-то. Ну, не без радости, туз кубков, любовь, мои дорогие. Или когда вы чем-то более остаетесь довольны. Вы решите, правда, какую-то тему, вопрос, но следом за этим решением появятся новые, мои дорогие. Возможно, это и вести. Для кого-то вести от ваших детей, да, может быть, даже взрослых детей. И вот эта весть, она вас тоже как будто ставит вот на выборе, как на развилке. Так что же будет дальше? В работе у тебя все получится. В любом случае, даже если какая-то ситуация, новость вас застает врасплох, как будто нужно продолжать. Вот я однажды мне мудрый друг сказал очень своевременную фразу, когда мне, ну, так очень сложновато было. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Восьмерка Пентаклей– одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И ну тут действительно от нас потребуется настойчивость, где-то и выдержка может быть. Возможно, правильно распределить силы. Но по этой карте мы уже как какой-то имеем базис, фундамент, или в чем-то мы профессионалы. Что-то мы умеем делать хорошо. И более того, тут нужно продолжать, потому что рост, профессиональный рост, построение карьеры, по деньгам тут тоже может быть рост. Но пока вот, да, иногда эта карта как бы прорисованная, она говорит о рутине. Поэтому, может быть, и держать марку, даже если приходится какой-то рутиной заниматься. Это вы так формируете новый статус. А что же будет дальше? Давайте еще одну карту достанем. Влюбленные. Тут явно будет какой-то союз и одновременно, опять же, выбор. Может быть, эта ситуация просто о любви, о паре, да, но в целом ведь король кубков у нас силен в двух сферах жизни, скажем так. Первое– правильное распоряжение деньгами, а второе– это чувство, да, кубок он все-таки держит. Его отличает умение вопросы материального мира, вопросы рациональные, там, где нужна холодная голова. Он не добавляет эмоций, он хорошо понимает. Иначе будет какой-то винегрет, иначе это будет какая-то путаница, хаос. И наоборот, он готов дарить любовь и принимать любовь. И стало быть, в некоторых именно чувственных вопросах любви он не будет вот таким меркантильным и расчетливым, педантичным. Ну, вот тут и очень приятная конфигурация, как будто и как раз тут и про чувства, и про деньги. Вот может быть, что будет дальше? Где-то вам придется, как и свое время, тратить, допустим, жизнь личная и работа. Для кого-то привести в какой-то новый масштаб ваш график. Может быть,
Какие-то изменения на работе происходят, тут ведь тоже может быть. Или на учебе тут что-то меняется. Я такое тоже могу допустить. Вот давайте мы с вами спросим, что вас удивит или что будет для вас неожиданно? Что вас удивит, что будет неожиданно? Правда, может быть неожиданно какая-то новость, причем такая, когда приходится быстро собираться, куда-то отправляться и ехать, что-то согласовывать, подписывать какие-то важные бумаги, документы. И как будто эта карта, отчасти это добрая трансформация. Но когда карта выпадает, мы не можем это отложить на потом. Кое железо пока горячом. Тут может удивить и новость, и одновременно вам придется предпринимать какие-то действия. Может эта новость даже нарушить ваши планы. А именно так колесо фортуны вам пытается как будто помочь. Фортуна — это буквально фортуна. Когда эта карта выпадает, вот у вас добрый момент, может быть день, да. Мы ведь не знаем, нам этот период не обозначен, поэтому нам только лишь говорят, что ты не упусти какую-то возможность. Если будешь долго думать, то ну или скажешь, да, я подумаю завтра, послезавтра, а там энергии будут другие. И считай, ты это уже упустил. И по восьмерке жезлов эта жизнь набирает темп. Вот тут вот вас это тоже может удивить. Вы действительно будете пересматривать как минимум собственный график жизни даже, темп жизни. И личной жизни тоже. Посмотрите, как здорово. Но вам определенно вам будет что-то нравиться. Может быть, вы даже к какому-то делу подходите, приступаете тоже где-то вот на стрессе. И то, что вы слышите, видите, или вы не согласны, или вы, глядя на что-то, думаете: "Это что за бардак?" Да, это что-то такое. И я допускаю, мы все разные. Или: "Ну, этого не укладывается как-то в мое понимание". Ну, значит, таким даже не совсем тривиальным способом судьба как пытается вам задать какое-то направление уже, поэтому тут нельзя упустить какую-то возможность. Что вас удивит, появится неожиданно. Что-то вас тут так закрутит и интересно, что вы забудете думать о ваших разочарованиях, мои дорогие рыбы и рыбки. Может быть, это даже банально работа. Вот правда, жезлы, фортуна, тут все-таки больше такой элемент, как успех, да. Хотя тут и по шестерке кубков для кого-то будет как контакт с другом, например. Или пусть это тот человек, который к вам настроен очень так лояльно, хорошо. У кого-то это именно чисто любовная история, у кого-то родственные отношения. Но тут для вас выстраивается доброе время. И, видимо, такая конфигурация, когда я не исключаю. Здесь может быть, как вот случайная какая-то встреча, может быть, с человеком, который вам когда-то даже вот такие эмоции доставил. Но вам никак, вы как будто выздоровели. Вас уже нет в прошлом, все. И это тоже может быть для вас неожиданно. Может быть, вы когда-то думали: "Ой, а что я буду делать? Ой, а как, что я вообще буду думать? Или как я буду выглядеть?" Да, но это больше девочки могли где-то думать. Хотя и мужчина, может быть, тоже, если я вдруг встречу вот этого человека. И вот представьте, вы можете кого-то встретить и удивиться тому, что: "Да мне вообще все равно. Да что там он думает? Да фиолетово. Какая разница? Что хочешь думай". И вы удивитесь именно тому, что да вам никак. Здоровое равнодушие. Ладно, что вас еще удивит? Очень интересно. Вы будете закрываться от тех людей, которые вам не нужны. Вы будете уходить от тех задач, которые, точнее, пытаются вам навязать. Или то, что вам, может быть, неинтересно выполнять. В каком плане? Есть у нас, конечно, обязательства, от этого мы никуда не уйдем. Тем не менее, всегда присутствует элемент балласта. Вот тут мы от балласта как будто ну, пытаемся отмежеваться. И искусство мелких шагов для вас будет совершенно необходимо, мои дорогие. Вроде бы и действовать надо быстро. Будьте готовы даже к тому, что в течение, может быть, недели, да, один день вот идет вот так вот как-то размеренно, вроде бы все понятно, вы себе что-то распланировали, а уже на следующий начинается какая-то чехарда. А еще через день тут наоборот, вы сами можете даже так немножко смотреть, наблюдать как бы отрешенно, что происходит вокруг, что-то анализировать. А потом снова, как вот, ну, какие-то американские горки я не исключаю, пусть не для всех, но как будто да.
Но знаете, для большинства, наверное, проиграется, когда вы себя учитесь по-новому защищать, сохранять. Вот вы можете прочувствовать, вас это удивит, что раньше вы включились бы в какое-то дело, а тут вы скажете как-то, может быть, безэмоционально, вот так равнодушно, потому что не цепляет, эмоций нет, да, вот с предыдущей картой. Вы можете сказать: "Знаете, или знаешь, ну нет, я вот не могу, тут у меня другие планы, у меня большая занятость". Ну, вот что-то такое. Вы можете даже выйти из какой-то сложной ситуации, и при этом будете удивлены, насколько сложно было сказать "нет" раньше и насколько легко вам будет в ближайшие дни. Что изменится? Возможно, что изменит вас, мои дорогие, как в целом изменится ваша жизнь. Как изменится ваша жизнь. Много информации будет. Вам придется перепроверять, потому что будет много ложной информации. Тем не менее, внимать, слушать придется, потому что будет и рациональное зерно. Вы можете даже чему-то как будто учиться. Смотрите, мои дорогие рыбы и рыбки, у вас 2 солнышка. Тут неизбежно в ближайшие дни как выбор какого-то направления. Правда? Правильного, понятно. И я говорила, 6-8 месяцев. Вы определяетесь, может быть, в феврале, может быть, буквально со дня на день, ну, может быть, в течение 2 недель что-то вы будете прояснять, уточнять, искать нужную информацию, может быть, перелопатите кучу какой-то информации, начнете по-другому относиться к самим себе и к людям, которые вы окружаете, которые вас окружают. Это все меняет вас. Да, есть вы и есть уже ваши планы. Ваши планы принимают более четкое очертание на будущее, и при этом вы действительно 2 пятерки. Вот смотрите, очень символично. Пятерка, я всегда говорю, это какая-то заноза. Это ничего такого существенного нет, но это явно помеха. Это у нас первая победа, да? Я называю пятерка мечей или карта конфликта. Вы можете сталкиваться с людьми, ну, несносного характера, вот прямо скажем, да. Вы вот люди замечательные, но обязательно найдется в окружении какой-то тип или какая-то тип. Шучу, конечно. Неважно, кто по полу. Но которые вот как нарочно испытывают наше терпение. В итоге оно, конечно, заканчивается, и хочется сказать все то, что мы думаем. Но вот раньше, может быть, или вы бы, ну, посчитали это неуместным или не стали бы создавать конфликт, а ушли и долго бы переживали. Или раньше вам кто-то путаницу создавал, или наоборот, вам что-то обещали, а вы верили, а вас подводили. По этой карте как раз люди и проходят такие, да, которые утром обещали, к вечеру забыли. Или когда вам нарочито какую-то искаженную информацию преподносят, да, как достоверную. Ну, пусть даже не нарочито, пусть не нарочно. Но это, в принципе, пустые где-то разговоры. А вот теперь вот центр ваших интересов– это вы сами, это ваши планы, это то, что у вас происходит прямо сейчас, и выбор вот этого направления. Ваше направление– новое качество жизни. И где-то меняется уже ваша жизнь, вы сами, мои дорогие, меняетесь. Я только об этом говорила. И пусть вот ваше солнце, вам никто не мешает. То есть помехи у нас всегда в жизни. Они были, есть и будут. Но, может быть, это, знаете, такое состояние, как в поговорке «собака лает, караван идет», ну вот что-то типа того. Вам как будто недосуг, вам неинтересно. И даже если, даже по работе, может быть, по учебе, вы сталкиваетесь с какими-то ну, такими коллизиями, когда встречаем, и вроде нужно дело сделать, а человек разговаривать и видеть бы его не хотел, да, а все же надо, придется. Вы тоже можете удивиться тому, что насколько вам легко это будет сделать. Да, правда. И это вас меняет. Это, знаете, какая-то внутренняя перестройка в вас происходит, может быть, буквально за несколько даже дней, ну, или в течение февраля. Дорога к солнцу. Потому что это, знаете, как девиз мага. Я хочу, я могу, у меня получится. Эта цель поставлена, а дальше наша задача приблизиться к этой цели и просто корректировать планы. И мы обязательно дойдем. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете мне душевные комментарии.
Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.